Всем привет! Меня зовут Катя, и вы на моем канале о вязании крючком. В этом видео я хочу поделиться с вами, как вязала свою сумку из квадратов цветком. Буду вязать из джута от пряжи Центр. Это двухниточный джут, толщина нити S, это примерно 1120 стек. Мне понадобится чуть больше одного моточка, здесь в мотке 200 метров, натурального цвета, совсем немножко желтого и чуть меньше половины моточка красного цвета. Получить скидку 10% на такой джут вы можете по моему промокоду. Оставляю на экране и в описании его, и также ссылку на сайт, где можно заказать такой джут. Также на сайте представлены и трикотажная пряжа, и полиэфирный шнур, и разнообразные аксессуары для вязания. Для создания сумки нам понадобится 14 вот таких квадратов с рисунком цветок. Как вязать такой квадрат, вы можете посмотреть в предыдущем моем видео. Оставляю подсказку на него, и также в описании будет ссылочка. Размер одного квадрата 10,5 на 10,5 сантиметров. После того, как вы свяжете необходимое количество квадратов, 14, пожалуйста, отпарьте каждый, отгладьте. И далее приступаем к сборке сумки. Мы будем сшивать квадраты между собой крючком. Крючок я использую тот, которым вязала номер 3. И буду сшивать таким же джутом натурального цвета. Сшиваем на изнаночной стороне соединительными столбиками. Квадраты мы выкладываем вот в таком порядке. Здесь у нас 4 это передняя стенка, 2 это донышко, и следующие 4 это задняя стенка. И здесь внимательно смотрите по расположению цветочков. У меня здесь лицевая сторона цветочков, это вот такое расположение, то есть внизу 2 лепесточка, вверху 1. А заднюю стенку выкладываем в отзеркаленном положении, то есть у нас 2 лепесточка сверху и 1 внизу. Сшивать мы будем сначала вот эти 10 квадратов, а затем будем присоединять боковые квадраты к стенкам и к донышку. Начинаем снизу. Сшиваем на изнаночной стороне, поэтому сейчас можно перевернуть все квадраты на изнанку. И вот отсюда снизу мы начнем сшивать. И потом, когда у нас уже будет готовое сшивание, у нас вот так перевернется сторона, и все правильно получится, лицевая сторона цветочков. И приступаем к сшиванию. Будем сшивать по 2 квадрата, цепляясь за ближайшую к нам дужку верхней горизонтальной. Вот верхняя горизонтальная петля, и вот за эту мы будем цепляться. За ту, которая лежит сверху. И будем попарно цеплять сначала. Вот у нас воздушная петля сначала идет. Захожу сверху вниз в эту часть петли. И на втором квадрате тоже вот воздушная петля. Сверху вниз захожу, захватываю нить. Оставляю здесь кончик подлиннее, для того, чтобы его потом спрятать, увести. Подхватываю рабочую нить и вывожу наверх. Далее цепляю сверху вниз, прохожу в следующую петлю и в противоположную на другом квадрате. Прохожу сквозь все петли на крючке. И вот таким образом сшиваем, соединяя каждую петельку на квадратах. И вот такой шов у нас будет получаться. И вот подходим к концу сшивания первой пары квадратов. Здесь мы заканчиваем на воздушных петлях. Это последние точки соединения у нас будут. И далее начинаем присоединять следующую пару квадратов также с воздушных петель. Вот воздушная петля. И провязываем здесь первую соединительную,
далее вторую и так далее. Встречаемся в конце. Итак, я сшила 10 квадратов. То, что они так очень близко расположены друг к другу, не беспокойтесь, вы можете вот так вот потянуть шов, и они лягут немного параллельнее друг к другу, да, а не внахлёст. И далее мы сейчас обрезаем нить, оставляя кончик подлиннее, высвобождаем нить из петли и прячем ниточку в шов. Можно закрепить в одном месте вот так. И дальше продолжить. И с кончиком от начала присоединения делаем то же самое. Итак, присоединила 10 квадратов. Далее мы пришиваем боковые квадраты к передней стенке, к донышку и к задней стенке. Здесь у нас будет также прокладываться вертикальный шов. И будем начинать, присоединяя к этой стенке, затем к этой. Донышко мы присоединяем вот к этой части, да, нижней стороне квадрата. И далее заканчиваем, присоединяясь к этой стенке. И с этой стороны делаем то же самое. Мы присоединение это также делаем на изнаночной стороне. Просто начинаем вот отсюда, прокладываем шов, затем вот эту сторону к этой, и потом вот эту часть этой. Все, присоедините, пожалуйста, самостоятельно. Итак, смотрите, я присоединила 2 боковых квадрата и далее перехожу к донышку и присоединяю вот эту сторону к донышку. И здесь у нас получается есть воздушная петля, мы ее сейчас не будем трогать. Мы сразу же переходим на верхнюю горизонтальную столбика, и здесь также верхняя горизонтальная столбик. А уже горизонтальным швом мы перекроем, да, закроем вот эту воздушную петлю. Мы ее вот здесь вот где-нибудь зацепим для того, чтобы, да, заполнить недостающий соединительный столбик. Все, и вот просто присоединяем по верхним горизонтальным столбикам. С воздушной также мы ничего не делаем, да, которая на донышке будет в конце. А вот эти воздушные петли мы присоединим вот к этим воздушным петлям. Так, последний столбик, верхняя горизонтальная. И далее воздушную здесь мы не трогаем, цепляем воздушную здесь и на квадрате стенки. Все, и далее соединяем квадраты по прямой. Так, боковые квадраты я присоединила. Здесь также нить обрезаем, оставляя хвостик подлиннее и прячем в столбики шва. Далее таким же швом мы присоединим и вторую боковую стеночку, тоже на изнаночной стороне. Итак, вертикальные швы проложили. И сейчас остается проложить только горизонтально. У нас здесь сверху мы по кругу полностью сшиваем, а снизу, сзади и спереди здесь у нас по 2 квадрата мы сшиваем. Все точно так же за дужки соединительными столбиками все соединяем. В конце здесь обрезаем нить, оставляя кончик подлиннее. Полностью высвобождаем нить.
И делаем здесь имитацию петли. И возвращаем в эту же точку. И прячем между петель. Все, и таким же образом соедините, пожалуйста, с этой стороны и верхнюю часть. Итак, когда все квадраты сшиты, обязательно нужно с изнаночной стороны все отгладить, да, еще вот так вот потяните швы, пока они будут теплыми и влажными, для того, чтобы все хорошенько разровнять. И далее встречаемся на обвязке верхнего края и вывязывании ручек. По размерам сумочка сейчас вышла 30 в ширину и 25,5 в глубину. Далее переходим к обработке верхнего края. Первый ряд мы провяжем столбиками без накида, а вот в эти арки, где мы провязывали воздушные петли, будем провязывать по 2 полустолбика с накидом для того, чтобы выровнять вот эту выемку. В следующих уже рядах мы будем формировать ручку и продолжать обвязку верхнего края. Начинаю с бокового квадрата, с любой точки, ввожу крючок, захватываю рабочую нить. Здесь вы можете использовать и другой цвет, да, желтый либо красный. И в каждую верхнюю горизонтальную, постепенно ввязывая кончик, провязываем по столбику без накида. Вот сюда, в это отверстие, мы провязываем 2 полустолбика с накидом. Переходим к следующему квадрату. Также сюда провязываем 2 полустолбика с накидом. И далее по столбику без накида. И затем также в отверстие вот сюда провязываем по 2 полустолбика с накидом. И так двигаемся по кругу. Подошла к концу первого ряда обвязки. Здесь делаю соединение так же, как и в квадратах. Захожу под первую верхнюю горизонтальную, петлю вывожу назад и здесь моток проведу сквозь петлю и затяну. Вот такая обвязка у нас получается. Мы слегка выровняли верхний край. И далее мы будем вязать также столбики без накида и сделаем воздушными петлями основу для нашей ручки. Для ручки я наметила примерно центральные петли центральных квадратов. Отсчитываю от вот этих 2 полустолбиков с накидом 7 столбик, вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И в 7 вставляю маркер, обозначаю его как точку, где буду начинать вывязывать воздушные петли для основания ручки. Далее здесь с этого квадрата я также отсчитываю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и в 7 верхнюю горизонтальную вставляю маркер и сюда я буду присоединять цепочку воздушных петель. С обратной стороны делаю точно так же. И далее здесь мы начинаем ряд вязать столбиками без накида до маркера. Провязываю последний столбик вот сюда, там где у нас маркер. И далее здесь можно переставить маркер вот в эту верхнюю горизонтальную. Это будет петля обвязки, а далее у нас уже пойдет основание для ручки. И здесь набираем количество воздушных петель, равное желаемой длине ручки. Я набрала цепочку из 85 воздушных петель. Это около 52 сантиметров цепочка. И теперь, чтобы ничего не было перекручено, звеньями косички к себе, я присоединяю цепочку в петлю обозначенную. И здесь я делаю столбик без накида.
И вот эта петля, которая у нас получилась, она будет первой в обвязке после ручки. Можно сюда переставить маркер для того, чтобы не путаться. И далее двигаемся по кругу. На другой стороне точно так же делаем с ручкой и встречаемся в третьем ряду. Подхожу к концу второго ряда обвязки, так же как и в первом, делаю соединение ряда. Третий ряд мы будем провязывать также по столбику без накида на стороне обвязки и уже набираем высоту в ручке. Здесь мы будем вязать за дальние перемычки. Далее переходим на ручку. Здесь мы опускаем звенья косички вниз и находим перемычки, вот эти. И за них мы будем вязать столбики без накида. Так у нас получается красивый аккуратный край с внутренней стороны и плотный край ручки. Провяжите так, пожалуйста, по всей цепочке. Далее переходим на обвязку верхнего края и точно так же проделываем со второй ручкой. Третий ряд обвязки подошел к концу. Мы сделали первый ряд на ручках. Вот так это выглядит сейчас. И следующий четвертый ряд у нас будет заключительным. Мы его также провяжем столбиками без накида в раскол. При этом мы укрепим еще вот этот переход от обвязки к ручке. Я сейчас это покажу. И далее пятый ряд мы просто провяжем соединительными столбиками для того, чтобы завершить и укрепить края сумки. Итак, начинаем четвертый ряд, как обычно, столбиками без накида каждую верхнюю горизонтальную. И подошли к последней верхней горизонтальной обвязке верхнего края. И здесь мы проходим не под верхнюю горизонтальную, а внутрь столбика, провязывая столбик без накида в раскол. И далее на ручке мы проходим под верхние горизонтальные и вяжем так до конца ручки. И с этой стороны мы делаем точно так же, проходим в раскол первого столбика обвязки верхнего края, провязываем столбик без накида в раскол и далее все остальные столбики до следующей ручки мы вяжем под верхнюю горизонтальную. И также на другой ручке вот эти крайние столбики мы провязываем в раскол. Итак, я закончила четвертый ряд. Если вы хотите еще пошире ручку, вы можете провязать еще один ряд, так у вас еще увеличится сама высота сумки. Я закончу на этом, и у меня осталось совсем немножко джута натурального цвета, поэтому я сейчас перейду на нить другого цвета и сделаю обвязку ею. Эту нить я обрезаю и делаю имитацию верхней горизонтальной петли. Захожу в первую верхнюю горизонтальную, вот сюда. Захватываю кончик, вывожу его назад. И с изнаночной стороны прохожу в ту петлю, из которой выходит нить. При этом подхватываю вот эту перемычку. И хвостик увожу на изнаночную сторону между столбиков. Беру нить красного цвета и прохожу под каждую верхнюю горизонтальную, провязывая соединительные столбики.
Начну чуть подальше от того места, где заканчивала предыдущий ряд. Здесь переворачиваю вот так вот петлю, чтобы она лежала ровно. Прохожу в следующую верхнюю горизонтальную, подхватываю рабочую нить и протягиваю через петлю на крючке. И вот таким образом провязываю каждую верхнюю горизонтальную петлю. Я все-таки сделала обвязку натуральным цветом, провязав немного красным, мне совершенно не понравился результат. В конце обвязки мы сделаем имитацию вот этого звена косички, обрезаем нить, оставляя хвостик подлиннее, полностью высвобождаем нить из петли и, как обычно, идем в первую петлю, подхватываем хвостик, выводим наверх и возвращаем в ту же петлю, при этом подцепляем вот эту верхнюю горизонтальную. От начала хвостик подтягиваем и уводим ниточки на изнаночной стороне. И после того, как вы спрятали кончики, обязательно отпарьте еще раз сумку, верхнюю планку и ручки, для того, чтобы все было ровно и аккуратно. Большое спасибо вам за просмотр, за то, что открыли это видео и проявили интерес к этой идее. Я очень надеюсь, что у вас получится много красивых, ярких сумочек. Вяжите с удовольствием, присылайте мне в Telegram результаты вашей работы и подписывайтесь на мой канал, оставляйте в комментариях ваше мнение о видео, ставьте лайк, нажимайте колокольчик и до новых встреч. Пока-пока!